Уже 8 сентября состоится, возможно, главный матч нашей национальной команды в этом отборе против Турции в гостях. Во многом от этого матча зависит наша дальнейшая перспектива в борьбе за путевку на Евро-2024. Дома мы уступили туркам со счетом 1-2, но тот матч показал, что нам вполне по силам победить своих более именитых соседей. Тем более для нас это чрезвычайно принципиальный матч. С тех пор мы стали сильнее, появились более качественные футболисты в лице Рануса и Чанчаревича. Командное взаимодействие тоже стало лучше, что доказывается убедительными победами над Уэльсом и Латвией. А стала ли сильнее Турция и в каком она сейчас состоянии? В предыдущем выпуске канала мы разбирали список наших приглашенных футболистов и их кондиции. Если не смотрели, обязательно сделайте это. Сегодня же мы обсудим состояние дел в турецком лагере, а также прикинем наш ориентировочный основной состав и оценим шансы нашей команды на успех. А пока вы смотрите меня, не жалейте свои лайки и подписывайтесь на канал Love Football. Здесь вы найдете все об армянском футболе. Турецкая команда подходит к ответному матчу с нами в статусе лидера нашей группы, уступая по потерянным очкам только Хорватии. Главный тренер Штефан Кунц объявил список приглашенных футболистов. В ней выделяются защитники Чаглар Союнджу из Атлетико Мадрид, Дженк Оскачар из Валенсии и Зеки Челик из Ромы. Все трое имеют игровую практику в своих клубах. В полузащите безусловным лидером является одноклубник Мхитаряна Хакан Чалханоглу. Он в хорошей форме и вместе с Чингизом Ундером представляет для нас наибольшую опасность. А вот в нападении у Турции беда. Отсутствуют сразу два ведущих нападающих – опытный Дженк Тосун и Энес Юнал из Хетафе. Также по причине травмы не будет восходящей звезды Турции и мадридского Реала Арда Гюлера. Как и еще один безусловно молодой футболист основы – левый атакующий защитник Ферди Кардиоглу. Как видите, потери у турецкой команды существенные, особенно это касается линии атаки, и этим надо воспользоваться. Каким может быть наш состав? Я приведу свой вариант, а вы обязательно укажите в комментариях свой. Итак, думаю, Петраков перед таким важным матчем не будет рисковать и менять тактику, принесшую победу над Уэльсом и Латвией, поэтому схема будет 5-4-1. Вратарем, безусловно, должен быть Огнен Чанчаревич, тут для меня без вариантов. На правом фланге защиты, скорее всего, выйдет Камо Хованесян, набравший отличную форму за Астану. Как минимум на час интенсивного футбола его хватит, а дальше можем увидеть на его месте Артака Дашьяна. Левым защитником будет любимец публики Наир Тикнезян. Этому парню, помимо победы национальной команды, нужно еще и показать себя перед многочисленными скаутами из топ-чемпионатов, ведь летом его переход в Германию так и не состоялся. В центре защиты мы увидим знакомое трио – Георгий Харутюнян, Вараздат Харуян и Степа Макарчан. Последний чуть ли не с каждым матчем повышает свое мастерство, выступая в чемпионате Хорватии. В полузащите будут Угочукву Иву и Эдуард Спиртян. Оба футболиста отлично себя проявляют в чемпионате России, но Эдику нужно показать себя еще и на международной арене. К большому сожалению, его переход в Аякс так и не состоялся по политическим соображениям. В этом признались сами голландцы. Хочется верить, что это к лучшему, и уже зимой или следующим летом он перейдет действительно топ-лигу, а не двуличную Голландию. Во многом это будет зависеть от выступления футболиста за Армению. На левом фланге атаки мы обязательно увидим Лукаса Зелараяна. Наш кудесник уже успел отметиться голом в чемпионате Саудовской Аравии, где зажигают Криштиану Роналду и Садио Мане. На правом фланге есть несколько вариантов. И Вагам Бичахчян и Тигран Барсигян набрали отличную форму в своих командах. Барсигян вообще забивает чуть ли не в каждом матче. Рискну предположить, что в основе выйдет Бичахчян, а после 60-70 минуты его заменит голодный и настроенный доказать всем свое мастерство Тигран Барсигян. Есть еще вариант, что мы увидим на их месте Саркиса Адамяна из Кёльна, но в это я верю меньше. Ну и в нападении, естественно, будет любимец публики Рант Леон Ранус. Он пока не выходит в основе за Мюнхенгладбахскую Боруссию, но парню всего 20 лет, и я верю в его талант. Тем более гол в ворота Турции или той же Хорватии увеличит его шансы на выход в основе своего клуба. Давайте оценим наши шансы в этом матче. Хочется верить, конечно, в победу. Тем более основания для этого есть. Со времен золотого поколения во главе с Мхитаряном у нас собрались самые сильные футболисты. Но и турецкая команда представлена футболистами из элитных европейских лиг. Поэтому, я думаю, будет ничья 1-1. Она глобально не устроит ни одной из команд, но при этом сохранит шансы обеих на выход в финальный этап чемпионата Европы. Победа в этом матче сделает нас чуть ли не главным фаворитом наряду с Хорватией в борьбе за заветную путевку, а вот поражение по сути снизит шансы до минимального. Пишите свое мнение об этом матче в комментариях, тем более, что это поможет продвижению видео в рекомендациях YouTube.
Верим в команду и будем поддерживать ее всей душой. Начало матча в 22:45 по ереванскому времени. Увидимся после матча.